Что именно нашли альпинисты на высоте 5000 метров в Гималаях? И почему власти немедленно засекретили находку? Существо размером с трехэтажный дом со следами длиной в 1,20 м, которое, судя по анализам, не принадлежит ни к одному известному виду на Земле. Но самое жуткое, оно было живым совсем недавно. В октябре 2023-го группа из 7 альпинистов поднималась по северному склону Канченджанги, третьей по высоте горы планеты. На отметке 5200 метров они остановились. Снег впереди был продавлен цепочкой вмятин шириной с небольшой автомобиль. Руководитель группы Дилип Рана сфотографировал следы и немедленно передал координаты в Непальское министерство туризма. Через 4 часа вертолет с военными закрыл район для любых восхождений. Официальная версия — сход лавины. Но фотографии Раны уже разошлись по сети, и эксперты по всему миру начали задавать неудобные вопросы. Что оставляет следы такого размера на такой высоте? Там, где не выживает почти ничего живое. Фотографии Раны показали не просто вмятины в снегу. Каждый след имел четкую форму с 5 выраженными пальцевыми отпечатками. Передние 2 значительно длиннее остальных. Глубина продавливания составляла около 40 сантиметров, при том, что наст в том районе выдерживает вес груженного снегохода. Это означало одно — существо весило не менее нескольких тонн. Зоолог Карен Стивенсон из Лондонского университета первой опубликовала разбор снимков. Она измерила соотношение длины шага к размеру следа и получила расчетный рост существа от 8 до 12 метров. Для сравнения, самый крупный известный наземный хищник в истории Земли, спинозавр, достигал 9 метров в длину. Но спинозавр вымер 66 миллионов лет назад. Стивенсон опубликовала расчеты в закрытом академическом чате, однако скриншоты утекли в открытый доступ за 40 минут. Почка следов тянулась на протяжении примерно 800 метров от скального выступа на северо-восточном гребне вниз, к леднику Зиму. Затем обрывалась. Не у края обрыва, не у расщелины, просто обрывалась посреди открытого ледового поля. Как будто существо либо взлетело, либо ушло под лед. Толщина ледника Зиму в этом месте около 300 метров. Непальские военные оцепили район в радиусе 2 километров. Официально из-за угрозы схода лавины после недавних снегопадов. Но метеорологи, работающие на станции в Гангтоке, зафиксировали в тот же день кое-что странное. Сейсмограф показал серию микротолчков с эпицентром точно под ледником Зиму. Не тектонического происхождения, слишком поверхностные и слишком ритмичные. Интервал между толчками составлял около 20 секунд. Ровно 20 секунд, снова и снова на протяжении 6 часов. Местный проводник Пемба Дорджи, сопровождавший группу Раны, отказался говорить с журналистами. Его сосед по деревне Лингтем рассказал, что Пемба вернулся домой белым как мел и 3 дня не выходил из дома. Единственное, что он сказал жене, они слышали его раньше, чем увидели следы. Звук шел снизу, из-под земли, низкий, почти инфразвуковой гул, от которого дрожали ребра и темнело в глазах. Французский альпинист Жюльен Мора, поднимавшийся в тот же день по соседнему маршруту, выложил в сеть короткое видео. На записи видно, как с северо-восточного гребня Канченджанги поднимается столб снежной пыли. Не лавина, не ветер, а что-то точечное, будто что-то огромное, резко сдвинулось с места. Видео набрало 3 миллиона просмотров за сутки. Через 2 суток аккаунт Мора был заблокирован. Сам он сообщил, что получил письмо от непальских властей с требованием удалить материалы, как вводящие в заблуждение. Биохимик Арджун Сингх из Делийского технологического института запросил у Раны образцы снега из следов. Рана успел отобрать пробы еще до прилета военных. В образцах обнаружили органические следы, фрагменты эпителиальных клеток и следы специфического белкового соединения, не идентифицированного ни в одной существующей базе данных живых организмов. Сингх отметил одну деталь. Клетки были живыми в момент забора пробы. Существо прошло здесь не более 2-3 часов до появления группы Ран. Дилип Рана не собирался возвращаться на Канченджангу. Военные изъяли его снаряжение, взяли подписку о неразглашении и отпустили домой в Катманду. Но на 3-й день после спуска ему позвонил незнакомый номер с индийским кодом. Голос на другом конце говорил по-английски с акцентом и назвал точные координаты того места, где группа остановилась у следов. Координаты, которые Рана не публиковал нигде. Собеседник представился как Викрам Наир, сотрудник индийского геологического департамента. Он сказал, что его ведомство отслеживает активность в районе ледника Зиму уже 8 месяцев. Первые аномалии зафиксировали в феврале того же года. Серия подледниковых смещений нетектонического характера, двигавшихся строго по одному маршруту с периодичностью раз в 12-14 дней. Наир попросил Рану о встрече. Они встретились в кафе в районе Тамель через 2 суток. Наир принес распечатки термальных снимков со спутника. На картах отчетливо выделялось тепловое пятно размером примерно 10 на 4 метра, медленно перемещавшееся вдоль подледниковых каналов Зему. Температура пятна превышала окружающую среду на 17 градусов. Спутниковая система автоматически классифицировала объект как геотермальную аномалию и не поднимала флагов. Но Наир сравнил маршрут пятна с топографией дна ледника и обнаружил, что объект огибает препятствия — валуны, разломы, сужения
предположение. Геотермальные источники так не двигаются. Рана спросил прямо, что это. Наир ответил, что у него есть гипотеза, но она звучит абсурдно. Затем показал последний снимок, сделанный за 48 часов до того, как группа Раны вышла на следы. На снимке тепловое пятно находилось точно под тем участком ледника, где цепочка следов обрывалась посреди открытого поля. Существо вышло снизу, прошло по поверхности 800 метров и вернулось обратно под лед. Той же ночью Рана не спал. Он листал старые форумы альпинистов и наткнулся на пост 2019 года. Немецкая экспедиция на Канченджангу сообщала о странном гуле под ногами на высоте 4800 метров. Участники списали на резонанс ветра в расщелинах. Еще раньше, в 2014-м, шерпа по имени Ангдава рассказывал в интервью местной газете, что видел в тумане силуэт, который не мог принадлежать человеку. Публикацию никто не заметил. Газета выходила тиражом в 300 экземпляров. Утром Рана отправил Наиру ссылку на эти материалы. Наир ответил одним сообщением. «Я знаю. Мы нашли еще 7 подобных свидетельств, начиная с 1973 года. Все они относятся к одному и тому же квадрату карты. Квадрат охватывал северо-восточный сектор Канченджанги и нижнюю часть ледника Зиму. Территорию площадью около 40 квадратных километров. За 50 лет там бесследно исчезли 3 альпинистов. Официально несчастные случаи. Тела не найдены. Поисковые операции каждый раз прекращались по одной и той же причине. Внезапное ухудшение погоды, делавшее продолжение поисков невозможным. Наир проверил метеоархивы. В 2 из 3 случаев никакого ухудшения погоды в районе не было. Арджун Сингх получил результаты полного генетического анализа на 12-й день после забора проб. Лаборатория в Дели прогнала образцы через 3 независимые системы секвенирования. Все 3 дали одинаковый результат. ДНК в образцах была углеродной, двуспиральной, построенной на тех же 4 основаниях, что и ДНК любого земного организма. Но последовательность не совпадала ни с одной записью в базах данных. Ни человека, ни животного, ни гриба, ни бактерий. Сингх отправил данные коллегам в Мюнхен и Сингапур с просьбой перепроверить. Оба ответили в течение суток. Результат идентичный. Мюнхенский биолог Клаус Вебер написал Сингху коротко. Это не мутация и не неизвестный вид в обычном смысле. Степень расхождения с ближайшим известным геномом такова, что эволюционное расстояние составляет не менее 150 миллионов лет. Либо это организм, развивавшийся полностью изолированно с юрского периода, либо мы имеем дело с чем-то, что не укладывается ни в одну существующую модель. Сингх не публиковал результат. Он позвонил в Индийский совет медицинских исследований и попросил о закрытой консультации. Ему отказали, сославшись на загруженность. Тогда он написал напрямую в Министерство науки письмо с пометкой «Срочно» и приложенными данными анализа. Ответа не последовало. Через 3 дня к нему в лабораторию пришли 2 в штатском, предъявили удостоверение бюро разведки и изъяли все физические образцы, жесткие диски с данными и распечатки. Сингху сообщили, что материалы переданы в учреждение с более высоким уровнем допуска и попросили воздержаться от публичных комментариев. Сингх воздержался ровно на неделю. Затем восстановил часть данных из резервной копии на личном облачном хранилище. Он намеренно настроил автосинхронизацию еще до визита сотрудников бюро и переслал файлы Веберу и биохимику Ли Чэнь из Гонконгского университета. Чэнь специализировалась на экстремофилах, организмах, выживающих в условиях смертельных для большинства живых существ. Она изучила данные за ночь и утром написала одно предложение. Белковые соединения в образцах оптимизированы для работы при температуре от минус 40 до плюс 10 градусов и давлении, соответствующем глубине от 200 до 500 метров под поверхностью льда. Это означало, что существо не просто уходило под лед, оно было биологически приспособлено к жизни там. Ледник был не укрытием, ледник был домом. Вебер собрал закрытый онлайн-звонок с участием 8 ученых из 6 стран. Запись не велась, договорились заранее. В ходе 2-часового обсуждения участники пришли к нескольким выводам. Первое. Морфология следов указывает на четвероногое существо с частично прямоходящей постурой. Задние конечности мощнее передних. Центр тяжести смещен назад. Второе. Теплокровность подтверждается тепловыми снимками Наира. Третье. Размер и масса существа при таком строении тела требуют колоссального количества энергии. Оно должно потреблять сотни килограммов органики в сутки. В леднике Зиму нет известных источников пищи такого объема. Биолог из Токийского университета Хироши Танака поднял вопрос, который никто до этого не произносил вслух. Если существо существует в леднике десятилетиями и нуждается в таком количестве пищи, где оно ее берет? Танака вывел на экран спутниковые данные по популяциям яков и снежных баранов в радиусе 50 километров от Канченджанги за последние 20 лет. Начиная с 2004 года популяция яков в северо-восточном секторе сократилась на 63%. Местные пастухи объясняли это болезнями и изменением климата. Официальная статистика принимала эти объяснения без проверки. Звонок завершился без каких-либо согласованных действий. Каждый из 8 участников понимал одно: данные, которыми они располагают, достаточны для публикации, которая изменит все. И каждый понимал, почему никто из них этого не сделает.
Пока ученые хранили молчание, Викрам Наир поехал в Сиким не за новыми спутниковыми данными, за стариками. В деревнях вокруг Канченджанги живут люди, чьи семьи пасли скот на этих склонах 400 лет. Наир хотел знать, что они помнят. Первый разговор состоялся в деревне Дзонгри с 78-летним пастухом по имени Таши Намгел. Старик выслушал Наира, не перебивая, затем встал, зашел в дом и вернулся с деревянной шкатулкой. Внутри лежал свернутый кусок ткани с рисунком, сделанным чем-то темно-коричневым, предположительно смесью сажи и животного жира. На ткани было изображено существо на 4 конечностях с непропорционально длинной шеей и треугольной головой. Под рисунком надпись на тибетском. Наир сфотографировал ткань и позже отдал фото на перевод. Надпись гласила: «Тот, кто живет там, где кончается земля и начинается холод, не тревожь его сон». Таши сказал, что ткань передается в его семье от отца к сыну не менее 6 поколений. Это означало, что рисунку не менее 150 лет. Но описание существа совпадало с тепловым контуром на спутниковых снимках Наира с точностью, от которой у него перехватило дыхание. Длинная шея, массивное туловище, 4 конечности с увеличенными задними. В деревне Юксам Наир поговорил с местным монахом, хранителем небольшого монастыря. Монах показал рукопись 19 века, копию более раннего текста, оригинал которого хранился в монастыре Румтек до его частичного разрушения в 1975. В рукописи описывалось существо под названием Чумир Ганг. Дословно переводится как «тот, кто дышит под водой и льдом». Текст указывал, что существо появляется на поверхности раз в несколько лет, всегда в одном и том же месте, всегда ночью и всегда уходит обратно до рассвета. Местные племена никогда не охотились в этом районе и запрещали детям подниматься выше определенной отметки на склоне. Рукопись содержала одну деталь, которую Наир перечитал трижды. В ней говорилось, что Чумир Ганг не один. Текст использовал множественное число. Наир вернулся в Катманду и немедленно связался с Раной. Тот к этому моменту уже получил еще один звонок, на этот раз от норвежского альпиниста Эрика Хауга, поднимавшегося на Канченджангу в 2018. Хауг рассказал, что на высоте 4600 метров его группа обнаружила в скальной нише то, что они поначалу приняли за останки крупного животного. Кости были частично вмерзшими в лед. Размер костей не соответствовал ни одному известному виду фауны Гималаев. Хауг сделал несколько снимков, но когда вернулся в Норвегию и показал их зоологу из университета Осло, тот сказал, что это, вероятно, деформированные кости yak. Хаук не поверил, но и настаивать не стал. Снимки до сих пор лежали у него на жестком диске. Рана попросил Хауга прислать фотографии. Хаук прислал их в течение часа. Рана переслал их Наиру. Наир открыл снимки и остановился на одном. Крупный план фрагмента кости с характерным рельефом суставной поверхности. Затем открыл рядом термальный спутниковый снимок и увеличил контур теплового пятна в районе, где цепочка следов уходила под лед. Форма суставного отростка на кости и форма конечности на тепловом контуре совпадали. Существо из рукописи 19 века, кости в скальной нише 2018 года и тепловое пятно 2023 — это было одно и то же. Или один и тот же вид. И, судя по рукописи, не единственный экземпляр. Через 10 дней после встречи Наира с монахом из Юксама непальское правительство без объяснений закрыло северо-восточный маршрут Канченджанги для всех экспедиций до конца следующего сезона. Официальная формулировка: нестабильность рельефа в связи с изменением климата. Индийская сторона одновременно ввела ограничения на передвижение в приграничном секторе Сикима, примыкающем к леднику Зему. Туристам аннулировали уже выданные пропуска, возместив стоимость без объяснений. Рано обратил внимание на одно совпадение. Оба ограничения вступили в силу в один и тот же день, 28 октября. Он проверил дату относительно спутниковых данных Наир. 26 октября тепловое пятно под ледником Зиму сдвинулось от своего обычного маршрута и приблизилось к южному краю ледника, туда, где лед истончается до 70 метров. Это было первое отклонение от привычного маршрута за 8 месяцев наблюдений. Наир запросил у своих контактов в геологическом департаменте данные по буровым скважинам в районе ледника. Сиким располагает несколькими геолого-разведочными скважинами, пробуренными еще в 80-х для изучения подледниковых пород. Данные с датчиков в этих скважинах поступают автоматически на сервер департамента и никем особо не отслеживают. Контакт Наира скинул ему архив за последние 2 года. В архиве обнаружилось следующее. Начиная с марта того же года, датчики давления в 2 скважинах фиксировали периодические нагрузки, не соответствующие естественным подледниковым процессам. Нагрузки возникали резко, длились от 3 до 8 секунд и исчезали. Интервалы между ними варьировались от нескольких часов до нескольких суток. Геологи департамента отметили аномалии в ежеквартальном отчете как требующие дополнительного изучения и не вернулись к ним. Наир наложил временную шкалу нагрузок на маршрут теплового пятна. Совпадение было 100%. Каждый раз, когда пятно проходило в радиусе 100 метров от скважины, датчик фиксировал нагрузку. Существо задевало обсадные трубы скважин или реагировало на их присутствие. Журналистка Прия Минон из мумбайского издания работала над другим материалом Дай о закрытии туристических маршрутов в Сикиме.
и случайно вышла на Наира через общего знакомого. Наир отказался говорить. Минон поехала в Сиким сама. В поселке Лачунг, ближайшем к закрытой зоне, она поговорила с несколькими местными жителями. Большинство отмахивались и меняли тему. Но одна женщина, владелица небольшой гостиницы по имени Церинг, рассказала, что 3 недели назад военные провезли через поселок несколько грузовиков с оборудованием. Церинг видела через брезент контуры металлических конструкций. Что-то похожее на буровые установки, но меньшего размера. Колонна шла в сторону ледника ночью и вернулась через 4 дня. Уже без груза. Менон сфотографировала следы протекторов на грунтовой дороге и отправила снимки военному аналитику в Дели. Тот определил рисунок протектора как характерный для тяжелых транспортных средств армии Индии. Он также отметил ширину колеи, нестандартную, соответствующую специализированным платформам для перевозки крупногабаритного оборудования. Минон попыталась пройти по дороге дальше, до точки, где она уходила в сторону ледника. На 3-м километре ее остановил военный патруль. 2 солдат в форме без опознавательных знаков части. Они вежливо, но жестко развернули ее обратно, сославшись на режим закрытой зоны. Менон спросила, на каком основании введен режим. Солдаты не ответили. На обратном пути в Лачунг она услышала со стороны ледника звук. Низкий, продолжительный кисяц, не механический и не похожий на ветер. Менон включила диктофон и записала 22 секунды. Запись она позже переслала акустику из Ченнайского технологического института. Тот прослушал файл и написал: частота от 14 до 18 Гц. Это инфразвук биологического происхождения. Источник крупный. Запись Минон разошлась по узкому кругу специалистов раньше, чем она успела решить, публиковать ее или нет. Акустик из Ченнайского института переслал файл коллеге в Москву. Биоакустику Сергею Орлову, специализирующемуся на вокализации крупных морских млекопитающих. Орлов прослушал запись и немедленно запросил оригинальный файл без сжатия. Минон отправила. Орлов провел спектральный анализ и обнаружил в записи структуру, которую не ожидал найти. Инфразвуковой сигнал не был случайным шумом, он содержал повторяющиеся паттерны. 3 группы импульсов, разделенные паузами строго определенной длины. Орлов сравнил структуру с базой данных вокализации синих китов, слонов и других животных, использующих инфразвук для коммуникации. Паттерн не совпал ни с одним. Но сама структура повторение, пауза, повторение однозначно указывала на намеренную коммуникацию, а не на физиологический шум. Существо не просто издавало звуки, оно с кем-то разговаривало. Орлов рассчитал направление источника относительно позиции Минон в момент записи. Источник находился под землей на глубине от 150 до 200 метров. И судя по амплитуде сигнала, в радиусе не более 300 метров от точки записи. Это означало, что когда Минон стояла у военного патруля и слушала звук, существо было прямо под ее ногами. Параллельно Эрик Хаук наконец показал свои фотографии кого-то более компетентного, чем зоолог из Осло. Он отправил снимки костей палеонтологу университета Цюриха Андреасу Бауэру. Бауэр изучал фотографии 3 дня, затем позвонил Хаугу лично. Он сказал, что фрагмент на снимке, потому что это часть шейного позвонка. Судя по размеру и морфологии, позвонок принадлежал существу с длиной шеи не менее 3-4 метров. Форма суставных поверхностей указывала на высокую подвижность шеи в вертикальной плоскости. Бауэр также отметил необычную плотность костной ткани, значительно выше, чем у любого известного наземного животного сопоставимого размера. Такая плотность встречается у глубоководных животных, чьи скелеты адаптированы к высокому давлению. Наземное существо с костями, адаптированными к высокому давлению. Живущее подо льдом на глубине 200 метров, с вокализацией, указывающей на коммуникацию. Бауэр попросил Хауга об одном: не публиковать снимки без предупреждения. Хаук согласился, но он уже успел показать их еще одному человеку, своему другу, работавшему видеооператором на норвежском документальном канале. Тот сделал копии. Через неделю 2 снимка появились на крупном англоязычном форуме криптозоологов. Менее чем за сутки их увидели больше 200 тысяч человек. Реакция официальных структур последовала быстро. Норвежское агентство по охране природы выпустило заявление, в котором говорилось, что снимки, вероятно, изображают останки крупного яка или гибридного животного, деформированные длительным нахождением в условиях замерзания и оттаивания. Индийское министерство науки опубликовало короткое сообщение. Все сведения о необычных биологических находках в районе ледника зиму не соответствуют действительности и являются результатом неверной интерпретации природных явлений. Сингх прочитал это заявление в день, когда получил из своего облачного хранилища кое-что неожиданное. Система уведомила его о попытке несанкционированного доступа к аккаунту с индийского правительственного сервера. Попытка была заблокирована двухфакторной аутентификацией. Сингх немедленно скачал все данные на физический носитель и передал копию Веберу в Мюнхен через курьера, без использования электронных каналов. Вебер получил посылку через 6 дней. Вместе с данными внутри лежала записка от Сингха, написанная от руки. В ней было одно предложение. Они знают о существе как минимум с 1989-го. Я нашел рассекреченный фрагмент отчета советской геологической экспедиции в архиве Пулковской обсерватории. Экспедиция работала на леднике зиму. Она не вернулась. Вебер нашел упомянутый Сингхом архивный фрагмент
за двое суток. Пулковская обсерватория оцифровала часть советских геологических отчетов в 2009 и выложила в открытый академический доступ, очевидно, не проверив содержимое каждого документа. Отчет числился как «Геологическая разведка подледниковых структур, северо-восточный сектор, Сиким, 1989». 7 страниц из 23 были доступны, остальные помечены как изъятые. На 5-й странице доступного фрагмента значилось следующее. 22 февраля группа в составе 4 человек под руководством геолога Потапова ВИ спустила зонд в скважину С4 на глубину 180 метров. В 18 часов 40 минут зонд зафиксировал контакт с объектом органического происхождения. Кабель зонда был оборван внешним воздействием. Группа покинула точку бурения в 18 часов 52 минуты. Потапов ВИ к месту сбора не вышел. Поиски не дали результата. Следующая доступная страница, 7-я, содержала одну строку. Дальнейшие работы на объекте признаны нецелесообразными. Скважина С4 заглушена. Координаты объекта переданы в закрытый реестр. Вебер отправил скан страниц всем 8 участникам закрытого звонка. В течение 3 часов ему ответили 7. 8-й, биолог из Бангалора Раджив Минон, однофамилец журналистки, не ответил ни в тот день, ни на следующий. На 3-й день его коллеги сообщили, что он взял внезапный отпуск по семейным обстоятельствам. Номер телефона не отвечал. Тем временем тепловое пятно под ледником Зиму изменило поведение. Наир отслеживал спутниковые данные ежедневно и зафиксировал это 3 ноября. Пятно, прежде двигавшееся по устойчивому маршруту вдоль подледниковых каналов, разделилось. На термальной карте теперь отображались 2 отдельных источника тепла. Меньший двигался к северному краю ледника, больший оставался в центральной зоне. Рукопись из Юксома оказалась точной, их было больше одного. Меньшее пятно достигло северного края ледника 9 ноября в 2 часа ночи по местному времени. Именно в эту ночь пастух из деревни Чунгханг, находившийся в 18 километрах от ледника, позвонил в местный полицейский участок. Он сообщил, что его скот, 8 яков, погиб за одну ночь. Тела находились в загоне. Причина гибели снаружи выглядела неочевидной, никаких следов хищника, никаких ран от зубов или когтей. Приехавший утром ветеринар установил, что все 8 животных погибли от массивной компрессионной травмы, как будто их сдавило с огромной силой. Кости были раздроблены, кожа не повреждена. Наир наложил маршрут меньшего теплового пятна на карту. В ночь с 8 на 9 ноября пятно прошло в радиусе 2 километров от Чунгтханга. Рано получил эти данные и принял решение, которое Наир пытался отговорить его принимать. Он собрал небольшую группу. Себя, Наира и 2 опытных альпинистов, с которыми работал раньше, и подал заявку на восхождение по западному маршруту Канченджанги, который оставался формально открыт. Западный маршрут не проходил через закрытую зону, но в верхней части приближался к леднику Зиму на расстояние около 1,5 километров. Группа вышла 12 ноября. На высоте 4300 метров в 3 часа ночи Наир открыл ноутбук и проверил спутниковые данные в режиме реального времени. Он договорился с контактом в департаменте о прямом доступе к потоку. Большее тепловое пятно оставалось на месте. Меньшее находилось в 800 метрах от их позиции и двигалось в их сторону. Рано выключил налобный фонарь. Остальные сделали то же самое. 4 человека стояли в полной темноте на высоте 4300 метров при температуре минус 22 градуса и ждали. Через 7 минут снег под их ногами начал вибрировать. Не сильно, едва ощутимо, как дрожь поверхности от проходящего вдалеке поезда. Затем из темноты впереди пришел звук. Тот самый низкий инфразвуковой гул, который Минон записала на диктофон. Только теперь он был значительно громче и значительно ближе. Один из альпинистов, Бираджтхапа, впоследствии рассказал, что в этот момент у него потемнело в глазах и возникло острое желание лечь на снег и не двигаться. Он знал, что это физиологическая реакция на инфразвук определенной частоты, подавление вестибулярного аппарата и панический рефлекс. Знал. И все равно едва удержался на ногах. Гул длился 40 секунд, затем оборвался. Вибрация под ногами прекратила. Наир проверил экран. Тепловое пятно развернулось и уходило обратно к центру ледника. Существо подошло на 400 метров и ушло. Рано включил фонарь и направил луч вперед. В 100 метрах от них, там, где заканчивался открытый склон и начинался выход ледника на поверхность, снег был потревожен. Большой участок наста продавлен и перемешан, и оттуда тянулась цепочка следов, уходящая вниз под лед. Рано сфотографировал следы и замерил несколько вмятин рулеткой прямо на месте. Длина следа — 1,18 м. Глубина продавливания — 47 сантиметров. Шаг между следами — 3 метра 40 сантиметров. Он отправил фотографии Веберу в 4 утра по непальскому времени с одной припиской: мы видели его. Точнее, оно видело нас. Вебер переслал снимки Бауэру. Бауэр сравнил пропорции следов с морфологией позвонка с фотографий Хауга и провел расчет. При длине шага 3 метра 40 сантиметров и характерном для данной морфологии соотношении длины конечности к длине тела, существо имело общую длину от хвоста до кончика морды около 14 метров. Высота в холке при частично прямоходящей постуре около 8 метров. Масса, предположительно, от 12 до 18 тонн. Это был не реликтовый вид размером с крупного медведя. Это было существо массой с 3 африканских слона, живущее в 180 метрах под поверхностью
поверхностью ледника в Гималаях и никем официально не признаны. Вебер принял решение публиковать все. Он составил научную статью на 22 страницах, включив данные генетического анализа Синха, термальные карты Наира, акустический анализ Орлова, палеонтологические выводы Бауэра и полевые замеры ран. Статья была готова 21 ноября. Вебер отправил ее одновременно в 3 журнала, включая один из наиболее авторитетных европейских научных изданий. Все 3 редакции ответили в течение 48 часов. Все 3 отказали. Формулировки различались, но суть была одинаковой. Недостаточная верифицируемость данных, невозможность независимого подтверждения в условиях закрытой зоны. Один из редакторов написал Веберу лично и неофициально: «Клаус, я не могу это публиковать. Мне позвонили». Кто позвонил? Редактор не уточнил. Наир в это время получил уведомление от своего контакта в геологическом департаменте. Доступ к спутниковому потоку данных по леднику Зему закрыт. Все архивные термальные снимки за последние 8 месяцев удалены с сервера. Контакт написал коротко: «Меня попросили забыть о нашем договоре. Советую тебе сделать то же самое». Синх обнаружил, что его облачное хранилище недоступно. Сервис прислал автоматическое уведомление об удалении аккаунта в связи с нарушением условий использования, без указания конкретного нарушения. Резервная копия данных, переданная Веберу, оставалась единственным существующим экземпляром генетического анализа. 25 ноября Рана вернулся в Катманду и обнаружил, что его лицензия горного гида аннулирована. Министерство туризма Непала сослалось на технические нарушения при подаче заявки на последнее восхождение. Рана проверил документы. Нарушений не было. В тот же день в немецких новостях появилась короткая заметка. Профессор Клаус Вебер из Мюнхенского университета взял бессрочный отпуск по состоянию здоровья. Коллеги Вебера сообщили, что он уехал, не предупредив никого лично. Телефон не отвечал. Его университетский почтовый ящик возвращал автоответ без даты возвращения. Менон опубликовала материал в своем издании 27 ноября без генетических данных, без термальных карт, только с записью инфразвука и фотографиями следов. Главный редактор снял статью через 3 часа после публикации, объяснив это недостаточной редакционной проверкой. Менон уволилась в тот же день и выложила статью на личной странице. За первые сутки ее прочитали 800 тысяч человек. Затем страница перестала открываться. Орлов опубликовал акустический анализ на платформе для научного препринта. Файл провисел 12 часов и был удален модераторами как не соответствующий стандартам верификации данных. Орлов загрузил его повторно с другого аккаунта. Файл удалили через 40 минут. К 1 декабря из всей цепочки людей, располагавших прямыми доказательствами, на связи оставались только Рана, Наир и Бауэр. Физический носитель с данными находился у Бауэра в Цюрихе. Бауэр сообщил, что к нему домой приходили двое. Представились сотрудниками Интерпола, предъявили удостоверение и попросили передать все материалы по делу. Бауэр отдал пустой жесткий диск. Настоящий носитель он за день до этого передал своему аспиранту с инструкцией хранить и не открывать до особого сигнала. Аспирант жил в Берне. Его звали Томас Кирхер. Он не знал, что именно хранит. Он не знал, что существо под ледником Зему в ту же ночь снова вышло на поверхность. На этот раз не на 800 метров, а значительно дальше. Спутник, проходивший над районом в 2 часа ночи 1 декабря, зафиксировал тепловую аномалию уже за пределами ледника, в 4 километрах от его южного края. Этот снимок не попал ни в какую базу данных. Оператор спутниковой системы, увидевший его на мониторе, распечатал снимок, убрал в ящик стола и не сказал об этом никому. Томас Кирхер открыл жесткий диск на 18-й день. Не потому, что получил сигнал от Бауэра, а потому, что Бауэр перестал выходить на связь. Кирхер скопировал содержимое на 3 отдельных носителя. Один отправил почтой на адрес редакции крупной немецкой газеты, второй передал знакомому юристу с инструкцией вскрыть в случае его исчезновения, третий оставил у себя. Газета получила посылку 12 декабря. Редактор отдела науки просмотрел материалы за 2 часа и передал их штатному биологу-консультанту. Консультант изучал данные 4 дня. Его заключение заняло 1 страницу. Последний абзац гласил: если представленные данные подлинны, мы имеем дело с живым организмом, принадлежащим к эволюционной линии, развивавшейся независимо от всей остальной жизни на Земле не менее 150 миллионов лет. Размер, физиология и поведение существа не имеют аналогов среди известной науки фауны. Публикация этих данных потребует независимого подтверждения, которое в условиях закрытой зоны получить невозможно. Газета материал не опубликовала, Рано узнал об этом от Кирхера и в тот же день принял другое решение. Он записал 20-минутное видео на камеру телефона, сидя на кухне в Катманду. Говорил спокойно и по порядку. Дата, координаты, описание следов, встреча с Наиром, звонок Викрама, термальные карты, советский отчет, ночь на высоте 4300 метров, 40 секунд инфразвука, следы в 100 метрах от их групп. Никакой драматизации, только факты и даты. Видео он загрузил одновременно на 5 платформ под разными аккаунтами и разослал ссылки 23 журналистам из разных стран. К утру следующего дня 4 из 5 копий были удалены. 5-я осталась на небольшой платформе с серверами в Исландии, на которую у операторов закрытой
зоны, по всей видимости, не хватило рычагов влияния. За трое суток видео посмотрели 4 миллиона 200 тысяч человек. Официальная реакция последовала на третий день. Непальское правительство выпустило заявление, в котором назвало видео раны намеренной дезинформацией с целью дискредитации туристической отрасли. Индийское министерство обороны не прокомментировало ничего. Представитель ООН по вопросам окружающей среды на прямой вопрос журналиста ответил, что ведомству не поступало официальных уведомлений об обнаружении неизвестных биологических видов в регионе. Наир к этому моменту уже не работал в геологическом департаменте. Он уволился сам за день до того, как ему предложили уволиться. Он переехал в Пуну и продолжил анализировать публично доступные спутниковые данные с гражданских платформ. Разрешение гражданских снимков значительно ниже военных, но тепловой контраст между живым существом массой в 15 тонн и окружающим льдом достаточно велик, чтобы его увидеть даже на низком разрешении, если знать, куда смотреть. В январе следующего года Наир зафиксировал тепловую аномалию уже не в районе ледника Зиму, а в 70 километрах к юго-западу под ледником Сики. Отдельную аномалию меньшего размера он обнаружил под ледником Ратон. 3 точки, 70 километров между крайними из них. Существа расширяли территорию. Это отвечает на вопрос, заданный в начале. Что нашли альпинисты в Гималаях и почему власти засекретили находку? Нашли не останки, не следы вымершего существа и не аномалию неизвестного происхождения. Нашли живой вид, многочисленные территориально активные, биологически не совпадающие ни с чем в научных базах данных. Вид, о котором правительства как минимум 2 стран знали с 1989 года и который они сознательно скрывают. Причина засекречивания очевидна. Признание существования такого организма потребовало бы пересмотра природоохранного законодательства, немедленного закрытия всей туристической и геологоразведочной инфраструктуры в радиусе сотен километров и публичного ответа на вопрос, который не имеет удобного ответа, как вид размером с 3-этажный дом существовал под одним из самых посещаемых горных массивов планеты, пока наука смотрела в другую сторону. Жесткий диск Кирхера по-прежнему у него. Видео раны по-прежнему доступно на исландской платформе. Ледник Зиму по-прежнему закрыт для посещения. А тепловые пятна на гражданских спутниковых снимках продолжают двигаться. Медленно, ритмично, в направлении, которое Наир отмечает на карте каждые 2 недели. Направление юго-запад, в сторону более низких высот, в сторону большего количества людей.